死谁？ Второй континентальный турнир уже начинается. Так незаметно пролетели 5 лет, когда Хуэйхао с командой были лишь в запасном составе. Те события запомнились очень зрелищными сражениями и чудесами со стороны еще молоденьких учеников. На этот раз турнир проходит в Империи Солнца и Луны, а монстры Шрека выступают от имени клана Тан. Хуэйхао в инвалидном кресле будет участвовать в соревновании. В предыдущем видео мы подробно рассмотрели, почему он принял такое решение и пожертвовал 3 конечностями. Тем не менее, смотрится это весьма эпично. Хуэйхао с ледяными ногами и руками похож на Повелителя Льда. А еще, как многие писали в комментариях, он напоминает профессора Ксавье из Людей Икс. Он тоже на инвалидном кресле и управляет ментальной силой. От Академии Шрека Ван Сюэр очень строгий капитан. Она спуску не дает своей команде. В целом, на ней и будет держаться вся команда, так как она действительно не щадит никого из противников. Как же было жаль видеть страдания Бэйбэя из-за Танья. Хуэйхао с товарищами участвовали в новом континентальном турнире как команда клана Тан, а не как команда Академии Шрека, потому что они хотели прославить секту Тан и найти Танья. Но в серии Хуэйхао и другие столкнулись с Танья, как только прибыли в Империю Солнца и Луны. Теперь Танья радикально изменилась. Она носит черную одежду. Более того, она вся излучает ауру Повелителя Злых Духов. И даже ее сине-серебряная трава мутировала. К сожалению, Танья стала святой, культа Святого Духа. Она появилась просто, чтобы представлять эту секту на соревновании. Представьте чувство, что испытывал Бэйбэй, ведь он так любит Танья. Хотя она скрывала свою личность, Бэйбэй и Хуэйхао легко ее узнали. Бэйбэй шел к Танья, готовый обнять ее. Вместо этого Танья начала бой, призвав темную сине-серебряную траву, и одним движением поразила Бэйбэя, серьезно ранив. Бэйбэй был полностью опустошен. К счастью, Хуэйхао уже знаком с культом Святого Духа, не понаслышке, и знает, как они могут управлять другими людьми. Вырваться из их лап очень трудно, но Хуэйхао поможет Танья в будущем. А еще интересно, что же с Масяо Тао? Хуэйхао ведет деловые переговоры с принцессой Звездной Империи. Грядет война империй. Участие секты Святого Духа на турнире означает лишь одно – Империя Солнца и Луны объединилась со злыми мастерами, и вскоре по всему континенту вспыхнет война. Предвидя опасность, Хуэйхао ищет союзника в Академии Шрека, в лице Звездной Империи и, возможно, Империи Небесной Души, поскольку мы видим ее принцессу, ту самую девушку, которую Хуэйхао неожиданно встретил в Звездном лесу. Это также шанс для быстрого возрождения клана Тан. Принцесса Дёдзю из Звездной Империи и Война из Империи Небес начали важные переговоры с Хуэйхао. Он с Ван Дунер предложил уникальное сокровище, что будет крайне полезно в будущем. Это духовный инструмент, известный как Божественный арбалет Джуге. Увидев его мощь, принцессы немедленно заключили контракт с кланом Тан, сделав заказы и установили деловые отношения. В трейлере видно, что перед началом нового турнира Мэн Хунчень лично находит Хуэйхао и Ван Дунер. Услышав, что они теперь участвуют не за команду Шрека, а за секту Тан, она была поражена и в шутку насмехается. Мол, этот древний клан Империя Солнца и Луны уничтожила еще 4000 лет назад. Ван Дунер на это реагирует довольно остро. Что ж, в следующей серии новый турнир официально стартует. Первым этапом идут отборочные бои. Для этого выбрано новое место проведения с обновленной зрелищной сценографией. Примечательно, что наследный принц Сюй Тяньрань лично присутствует, что ясно демонстрирует намерение Империи Солнца и Луны. Восхождение Сюй Тяньраня на трон неизбежно. Перед началом отборочного этапа Империя демонстрирует свою мощь. И наконец снова появляется апельсинка Дзюйцзы, теперь как принцесса-регент. Она сопровождает наследного принца и произносит речь, объявляя открытие чемпионата. Здесь она и правда похожа на принцессу. Сняла очки и надела роскошное платье. Сейчас Дзюйцзы уже не просто студентка академии, а невеста наследного принца Сюй Тяньраня. Когда он взойдет на трон, Дзюйцзы станет его женой и императрицей. Хуэйхао был шокирован выбором Дзюйцзы, тем, что она решила быть наследным принцем Империи Солнца и Луны. Интересно, что Ван Дунер в оригинале участвовала в турнире во второй раз, все еще притворяясь мужчиной. Лишь в конце соревнования она раскрыла свою личность как девушка. Теперь кажется, что этот сюжетный поворот был удален из аниме. В целом, война империй неизбежна. Эта ситуация очень похожа на кровопролитную войну в первой части, что начала Бибидун, намереваясь захватить весь континент. В то время Тансан победил. Но справится ли Хуэйхао с товарищами?
Ситуация в Империи Солнца и Луны относительно ясна. Даже Цзин Хунчень, всегда остававшийся нейтральным, полностью встал на сторону принца Сю Тяньраня. Это также означает, что принц пользуется поддержкой самой продвинутой силы механиков, и его амбиции постепенно будут реализованы. Боевой континент находится в опасности. Хо Юйхао начал готовиться к вторжению. Можно сказать, что эти две страны всегда враждовали с Империей Солнца и Луны. В конце концов, Звездная и Небесная империи являются родными империями на боевом континенте. А Империя Солнца и Луны пришла из другого материка, что столкнулся с этим. Они считаются здесь чужими и врагами. Пусть Хо Юйхао временно лишился ног и руки, кто сказал, что он не будет полезен команде? У него столько трюков и козырей в рукаве, что он действительно сыграет ключевую роль в турнире вместе с Ван Дунер. В оригинале описывается, как Хо Юйхао, несмотря на свое ослабленное состояние, использовал иллюзии и ментальные способности, чтобы напугать и обездвижить противника. Затем он с помощью своего темно-золотого когтя подступил к его шее, демонстрируя, что может победить, не дав даже среагировать. Но ограничения все же были. Хо Юйхао испытывал сильное давление из-за энергии небес и земли, циркулирующей в его теле. Эта энергия ограничивала его способность к движению и подавляла его второй боевой дух – Ледяную Императрицу. Ее навыки были бесполезны в текущем состоянии. Единственным боевым духом, на который Хо Юйхао мог положиться, оставались духовные глаза. Несмотря на уменьшившуюся духовную силу, его боевая мощь возросла, а возможности контроля значительно расширились. Его способность управлять восприятием противников эволюционировала в форму, близкую к созданию домена, что давало ему огромное преимущество над другими мастерами. В этом году в общей сложности было 117 команд, намного больше, чем в прошлом турнире. Являясь самой богатой империей на континенте, проведение этого турнира не было проблемой для Империи Солнца и Луны. Главный приз теперь состоял не только из духовных костей, в него также входили и духовные инструменты. Победившая команда сможет получить духовный инструмент 9 класса. А команды, занявшие 2 и 3 места, получат духовные инструменты 8 и 7 класса соответственно. Ценность этих духовных инструментов была намного выше, чем у духовных костей. Особенно верно это было для награды чемпиона. В настоящее время духовные инструменты 9 класса считались бесценными, и только Империя Солнца и Луны обладала ими. Кроме того, духовные инструменты 9 класса также являлись наибольшей угрозой для других империй континента. Что ж, ждем дальнейшее развитие событий. Каким будет этот турнир? Всем огромная благодарность за активность и поддержку YouTube канала Киномикс. Отдельно хочется упомянуть спонсоров. Все это очень помогает и дальше радовать вас видео. А если вы хотите внести свой вклад в развитие канала, вы можете поддержать монеткой по ссылке в описании. А я поблагодарю вас в видео. Кстати, сейчас я коплю на видеокарту, возможно RTX 3060 или 3070, то буду рад абсолютно любой помощи. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ожидаете ли вы эти интересные сражения команд и новый турнир. Подписывайтесь на канал и всем пока.